Друзья, всем привет! 12 марта, весна. Как видите, весеннее, наверное, уже некуда. Вот все цветет почти, наверное. Вчера нас по уши засыпало снегом, сегодня плюс 10, все это тает, везде болото. В общем, все замечательно. Вопрос, что мы сегодня будем делать? Дело в том, что когда я снимал про микрорайоны Припяти, я пропустил некоторые локации, которые, в принципе, достойны внимания. И вот сейчас я хочу исправить эту ошибку. Да-да, я помню, что ВНЗ круг, вот это все, но я все-таки хочу дождаться того светлого момента, когда туда можно будет дойти, не утонув. Поэтому, пока погода, скажем так, не позволяет, я решил снять для вас Припять неизданная или непосещенная. Не знаю, сколько будет выпусков. Честно говоря, особо планов нету. Может быть один, может быть два, может быть три. До тех пор, пока не закончатся действительно все места, которые мне очень бы хотелось показать. Ну, конечно, МСЧ часть вторая тоже будет, но это будет уже не в этом, не в неизданном. Это будет отдельное видео, именно посвященное МСЧ. Вот. Начнем мы так, чтобы не потеряться от первого микрорайона, и будем потихоньку обходить места, которые я бы хотел вам показать. Ну а прежде чем начнем, у меня есть для вас маленькое объявление. Во второй половине марта планируется двухдневный тур, на котором я буду в роли, так сказать, почетного гостя. Если у кого-то из вас есть желание в него поехать, пишите мне в личку в инсту, мы с вами на эту тему договоримся. Дело в том, что желательно, чтобы собралось как минимум человек 5. Просто если людей будет меньше, ну, это будет слишком дорого и слишком неприятно. Если же нас соберется человек 5, это будет вполне приемлемая хорошая цена, по которой можно будет съездить в двухдневный тур. Проживание будет в городе Чернобыль. Ну, в принципе, все. Питание, экскурсия, Дуга, Припять, смотровая ЧАЭС. Ну, и поскольку тур двухдневный, и я надеюсь, что будет поменьше снега, мы еще, наверное, успеем съездить и на левый берег. В общем, кому интересно, пишите в инсту, ссылочка внизу в описании. А мы погнали снимать неизданное. Приветствую всех зрителей, всех подписчиков, всех интересующихся Чернобыльской зоной отчуждения. Желаю приятного просмотра. Итак, друзья, с благословения Ирины Васильевны, пожалуй, начнем. И первой локацией на сегодняшний день у нас будет магазин книги. Находится он в первом микрорайоне, и для того, чтобы понять важность этого места, давайте немножко вернемся назад. На момент аварии в 1986 году, до появления первой веб-страницы в интернете, оставалось еще 5 лет. Соответственно, для того, чтобы получить какую-то информацию, никто не мог воспользоваться Гуглом, Яндексом и прочими вещами. Тогда, в те времена, вся информация получалась исключительно из книг. А поскольку Припять был городом достаточно, если можно так сказать, образованным, все-таки здесь жили специалисты, которые работали в передовой отрасли Советского Союза, да и в целом в Советском Союзе достаточно много читали книг, намного больше, чем в наше время, то здесь, вне всякого сомнения, можно сказать, что магазин книги был очень популярным местом в городе Припять. Ну а нынешнее его состояние, увы, плачевное. Время его не пощадило, так как не пощадило и весь город Припять.
Следующая локация у нас будет универмаг первого микрорайона. Друзья, не спрашивайте меня как, но я ухитрился про него наглухо забыть, когда снимал первый микрорайон еще летом. Не знаю как. Сейчас буду исправляться. Отошли мы буквально на 100 метров от магазина книги, и здесь у нас универмаг. Находится он в первом микрорайоне, и поговаривают, что это был первый непродовольственный магазин в городе Припять. Что, в принципе, достаточно сильно похоже на правду, поскольку его местоположение говорит о том, что магазин был построен одним из первых в этом городе. Учитывая тот факт, что город Припять, как Атомаград, находилась в первой категории снабжения, то есть снабжалась наравне с Москвой и другими столицами союзных республик, ассортимент, представленный здесь во времена Советского Союза, я думаю, поражал просто-напросто среднестатистического жителя, скажем так, ближайших городов, районов, сел. Я думаю, а даже не думаю, я почти уверен в том, что в советское время здесь можно было купить абсолютно все, что угодно из того, что в принципе можно было купить в Советском Союзе. И я думаю, надо переставать уже говорить о том, что состояние той-то локации плачевное, поскольку это состояние уже, увы, обыденность для этого города. Хотя вот мозаика на боковой стене универмага сохранилась, однако я так и не смог понять, чьего она авторство. Хотя, учитывая тот факт, что все остальные мозаики в городе — это мозаики Ивана Литовченко, вполне может быть, что и эта мозаика также его творчество. Перешли через дорогу от универмага, прошли вдоль общежития и попадаем к магазину «Светлячок». Здесь не будет долгой истории, это просто место, которое мне нравится. Весьма непопулярно среди туристов, сюда редко приходят, его редко показывают, однако мне этот магазинчик, это место очень-очень нравится. Здесь до сих пор сохранилось название, сохранилась вывеска. Несмотря на то, что обвалилась крыша, до сих пор сохранился каркас здания. Я не могу быть уверен на 100%, но что-то мне кажется, что здесь был не только магазин, но еще и кафешка. Если меня смотрят припятчане, если они мне подскажут, так это или нет, я буду за это очень признателен. И да, магазин находится уже на улице Энтузиастов. То есть за этой улицей уже города нет. Это фактически окраина. Так, друзья, мы возле магазина «Светлячок». Я сейчас хочу сделать одну штуку, я не знаю, получится у меня или нет. Я сюда подкину вам фоточку. Вот. Единственная проблема в чем, я сейчас точно не помню, с какой точки она была снята, но я думаю, если сделаю так приблизительный кадр, вы поймете, о чем я говорю. Итак, смотрим вот сюда, и тут же фоточка. Мы продолжаем идти по улице Дружбы Народов, и еще два магазина, которые я хотел бы вам показать. Первый магазин называется «Сельхозпродукты», и, соответственно, продавали здесь именно продукты сельского хозяйства. На самом деле место в принципе ничем не примечательное, обычный магазин. Состояние, как и у большинства магазинов Припяти, крыша уже пришла в негодность, однако железный каркас еще держится. Заглядываем внутрь, и в принципе ничего нового. Увы, это типичная картина для Припяти.
И рядом с ним находится второй магазин, называется он «Березка», и этот магазин уже достаточно известен. И известен он печально. Дело в том, что этот магазин был одним из первых зданий в городе Припять, которые обрушились. Вот такое его нынешнее состояние. Кстати, кто не знает, в Советском Союзе «Березка» это была сеть таких магазинов, где по специальным талонам можно было купить товары заграничного производства. Ну, то есть, фактически иностранные товары, покупались они по специальным билетам, которые получали люди, работающие за границей. Послы, дипломаты, журналисты, ну и прочие профессии, которые подразумевали выезд за границу. За такие поездки эти люди получали так называемые чеки Внешпосылторга и Внешторбанка, и за эти чеки они могли купить товары вот в этих магазинах «Березка». Ну, касаемо Припяти, я не совсем уверен, что это был магазин именно вот та «Березка», о которой я только что говорил. Говорят, что это был просто первый магазин самообслуживания в городе Припять. И последняя локация, которую я хотел бы вам сегодня показать, это детский садик номер 2 «Ивушка». Мне недавно в комментариях сделали выговор за то, что я не показал его в видео о первом микрорайоне, поэтому вот сейчас я исправляюсь. Ивушка – это первый детский садик города Припять. Он был построен в 1971 году, еще задолго до того момента, как Припять получила статус города. Ну и возвращаясь к состоянию здания, как видите, здание кирпичное, и в этом его самая большая проблема, поскольку кирпичные необслуживаемые здания, в частности кирпичные здания в городе Припять, разрушаются гораздо быстрее, чем панельные дома. Не буду говорить больше ничего, давайте просто посмотрим на этот детский сад. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. В ближайшее время мы продолжим изучать неизданное. Так же, как и дальше, смотреть на объект Чернобыль-2 и то, что с ним связано. Напоминаю, что поддержать канал вы можете по ссылочкам в описании. Подписывайтесь, бейте в колокол. Увидимся.